Друзья, дежурный вопрос. Видно, слышно? Если все ок, напишите что-то в чат, чтобы я знал, что у нас с вами есть коннект, и будем двигаться. Так, непонятно. Раз, два, три. Напишите что-то в чат. О, все, плюсик есть. Ольга, спасибо вам большое. Поехали, друзья. А, Напоминаю формат наших встреч вопрос-ответ. У нас есть вопросы в а, форме. В первую очередь отвечаю на вопросы в форме, во вторую очередь отвечаю на ваши вопросы, заданные в чате. Стандартный наш с вами поток. Так, первый вопрос от Евгения. Игорь, привет. Привет, Женя. Первый вопрос. Я обычно долго копаюсь, когда изучаю что-то новое. Есть ли метод, который помогает сначала быстро понять главное, а уже потом уходить в глубину? Как применить принцип 20-80 в обучении? Ты знаешь, на самом деле классный вопрос, и до появления AI я сам не знаю, не, я знаю, как я до появления AI делал. То есть, если мне нужно какую-то тему было изучить, я покупал консультацию специалиста по этой теме, приходил, задавал ему как бы, ну, типа, основные вопросы, разбирался, а потом у него спрашивал: окей, мне из этой темы надо только вот это, что мне делать? И он мне говорил, что делать. Как я делаю сейчас, если мне нужно какую-то тему там для начала поресерчить, я просто общаюсь с чатом GPT. Типа, вот хочу, вот недавно у меня там нейроанатомия, нейробиология, мне стало интересно, как мозг строится. Пообщался, он мне порекомендовал курсы, я пошел смотреть курсы. Если что-то более практичное, то самый лучший способ купить консультацию человека, который, ну, то есть, если это там в финансах, купить консультацию какого-то бухгалтера. То есть человека, который съел на этом собаку, и который сразу тебе за 1 час покажет, куда идти. Поэтому AI плюс консалтинг. Так, уже третий год цепляет, как просто ты объясняешь сложное и заряжаешь на успех. Спасибо, Женя. Думаю, в этом твоя суперсила. Спасибо. Как ты это делаешь? Может быть, у тебя есть какая-то методика, которая помогает тебе объяснять сложное просто. Если это не секрет, поделись, пожалуйста. Ну, в моем случае у меня как бы основная а, как бы мое умение объяснять просто и мотивировать людей родилось в государственном университете, где я преподавал сложное математическое моделирование вчерашним детям, 17-летним, которым нафиг не надо математическое моделирование, и которых родители просто тупо заставили туда поступить. И вот в этих условиях как бы и родилась, ну, типа, первые пары я читал просто по конспекту. Они все спали на моих занятиях, им было скучно, нудно, а я чувствовал себя как будто, ну, а я делал как 99% преподавателей, продолжал читать по конспекту. Потом мне стало самому неприятно, что, ну, типа, смысл тогда, ну, я им могу книжки дать, пусть читают, смысл, что они у меня на лекциях сидят. Я начал в каждую лекцию включать какой-то элемент, чтобы они проснулись. Где-то шутку, где-то юмор, где-то метафору, где-то видяшку какую-то, где-то пример из жизни. Они начали просыпаться. Как бы, и дальше ты начинаешь просто как бы тюнинговать вот этот процесс. Самый лучший, на мой взгляд, способ обучиться преподавать — это обучиться преподавать в реальном, аудитории. Я счастливчик, я отработал 8 лет преподавателей перед коронавирусом, поэтому как бы я мог каждый элемент, то есть ты что-то говоришь студентам и сразу видишь их реакцию. Сейчас я не представляю, как молодые преподаватели будут строить карьеру, когда все онлайн, все в зуме и, честно, будет, наверное, сложно. Но лучший способ — это когда ты видишь глаза людей и на ходу уже типа допиливаешь, докручиваешь. Но есть такая, знаете, как база, вот аббревиатура, я помню, она очень такая благозвучная аббревиатура, САЛУ называется. 4 буквы. Вот когда вы что-то людям объясняете, что угодно, легче всего объяснить это
с помощью статистики S, какие-то данные, какая-то статистика, с помощью аналогий, метафоры, какие-то объяснения, с помощью личного опыта. А вот у меня была такая ситуация. И с помощью общественного мнения. Вот, вы же согласны, что люди считают, предпринимателей, успешных людей, очень такими целеустремленными, да, согласны? То есть вот эти сало, 4 вещи, и ты дальше как бы в голове крутишь под них аргументацию. Окей, Алексей, какой подход использовать для рекламы SEO-услуг в Google Ads? Поделитесь опытом, возможно, сталкивались с другими агентствами, либо рекламировали как бота. Конечно, сталкивался. В целом, это сложный продукт. Люди приходят, смотрят, но мало оставляют заявок. Как я понимаю, нужно много касаний делать, знакомить клиента с собой. Алексей, абсолютно правы. SEO-услуги, как и любые услуги с повторяющимися платежами, особенно в эпоху колоссальной конкуренции, фактически у вас есть два пути. Путь первый – стандартная реклама, но кардинальная дифференциация предложения. То есть первый путь – это лобовой путь, когда вы используете ключевые слова а-ля SEO-агентство, продвижение сайтов, название вашего города или страны, как продвинуть сайт, сайты в Google и так далее. Но само ваше предложение кардинально отличается от других. Вот кардинально. Все предлагают, например, просто SEO введение, а вы там, я не знаю, SEO с юридической гарантией. Или специальное SEO под, я не знаю, ну, там какой-то специальный софт, какие-то, то есть что-то, что никто не предлагает. Или глубже, или больше, или сложнее, или какие-то специальные технологии, что-то вот прямо такое дико отличающееся. На самом деле это сложно. То есть обычно, чтобы для бизнеса придумать такую какую-то концепцию, которая фундаментально отличается от других, ну, это годы на это уходят у владельца бизнеса, чтобы такую концепцию придумать. Есть второй путь, он легче, и, на мой взгляд, он намного, если, то есть первый путь это как бы застолбить на годы какое-то лидерство, второй путь это быстрый старт. Вы выбираете какую-то одну сферу, то есть вы не просто говорите я SEO для всех, вы что-то узкое выбираете. Вот посмотрите пример в Америке. У них же рынок настолько перенасыщен, что у них есть SEO-агентство для сантехников, SEO-агентство для садовников, SEO-агентство для парикмахерских, SEO-агентство для салонов красоты, для юристов, для тех, для каждой узкой ниши. Так вот, второй подход – это найти ту нишу, в которой или у вас наилучшие результаты, например, были уже клиенты и все получилось идеально, или нишу, в которой очень много специфики, много сложностей. Или третий вариант – нишу, где у вас есть нетворкинг, где у вас есть связи. Вот у меня есть пример. Я консультировал SEO-агентство. Они в Америке, в Калифорнии, и у них очень сильный нетворкинг среди выпускников стартап-акселераторов. Y Combinator, там Sequoia Capital акселератор и так далее. То есть у них их тусовка – это люди, которые создают стартапы и в акселераторах берут деньги от инвесторов. И они создали SEO-агентство для стартапов. Почему это специфика? Потому что у стартапов обычно есть хорошие деньги. Ну, то есть, например, там на том же Y Capital, Y Combinator, им 500 тысяч баксов сразу дают через полгода бета-сессии, и потом могут еще там 10-15 миллионов сверху дать. Когда у тебя есть... в чем специфика? В том, что когда это не твои деньги, их легче тратить. То есть в чем специфика SEO для стартапа? В том, что ноль статистики, компания началась с нуля. Обычно никакого понимания, куда эта компания будет двигаться.
То есть стартапы, они сегодня говорят, мы продаем лопаты, завтра говорят, мы продаем снег, а послезавтра говорят, мы вообще оказываем услуги по затачиванию садового инструмента. То есть, поняли, постоянные смены. А, непонимание процессов, непонимание целей, при этом есть деньги чужие, инвесторские, которые можно на SEO запросто тратить. И при этом нужно очень быть креативным в стратегиях. И вот они создали под свой нетворкинг. Поэтому подумайте, или где у вас хорошо получается, или где очень большая специфика и мало конкурентов, или где у вас есть нетворкинг. И создайте рекламную кампанию на это узкое место. Например, SEO-агентство для... И называете для чего. И с таким подходом вы уже берете, смотрите, вы уже берете в оптимизацию, вы уже берете ключевые слова не общие, типа SEO-агентства, а как продвигать стартап, например. Продвижение сайта стартапа. Вывод в топ сайта стартапа. То есть, поняли, вы уже на ключевых затачиваете, и у вас появляется вот эта самая точка дифференциации. Представьте, клиент, например, у меня стартап, я вообще не знаю, какое там SEO, я гуглю SEO для стартапов, выскакивает две рекламки. На одной рекламке написано SEO-услуги для всех, а на второй написано SEO-услуги для стартапов. И в подписи написано, мы уже там отработали с 3 стартапами из Y-комбинатора, там 2 из Sequoia Capital, и у нас уже там опыт именно для стартапов. Ну все, супер, класс. И начинаешь работать. Вот я бы шел так. Так, Ольга. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Ольга. Вопрос по структуре аккаунта и возможной внутренней конкуренции компаний. Один собственник, две клиники в Далласе, США. Недалеко друг от друга. Пару лет была запущена поисковая кампания на первую клинику. Год назад запустили Performance Max на вторую. 3 месяца назад добавили поисковую кампанию и для второй клиники. В итоге в одном рекламном аккаунте сейчас работают очень похожие поисковые кампании на 2 разные клиники. Плюс Performance Max на одну из них. Вопросы. Может ли такая структура приводить к конкуренции компаний между собой и ухудшению результатов для обеих клиник? Давайте по вопросам отвечу. На первый вопрос. Значит, вы говорите, может приводить к росту CPC, каннибализации или размыванию конверсии. Это не тождественные понятия. Значит, конкуренции и роста CPC не будет. Внутри аккаунта они не конкурируют между собой. Но будет каннибализация. То есть они друг другу не будут набивать ставку. Будет показываться только одно что-то. И это одно будет называться каннибализация. Более успешная компания просто на себя перетащит показы от менее успешной. Какой выход в этом случае? Лучший вывод, рядом вы написали. Ну, один из выходов – это разделить по географии. Например, эта компания обслуживает, там, я не знаю, запад Далласа, это восток Далласа. Или это вот эти районы, это вот эти районы. Ну вот недавно я с подобным кейсом консультировал по клиникам тоже. Там одна клиника была более элитная, вторая более такая средний класс. И вот элитную на центральные районы города таргетировали, а средний класс на окраину. И хорошо работало. Если нет, можно таргетировать, можно изменять разделить по ключевым словам. Это на эти ключевые слова, это на эти ключевые слова. Если вы скажете, ключевые слова все одни и те же, география вся одна и та же, то я бы делал, если бы это мой бизнес был бы, я бы делал тогда одну посадочную, и на одной посадочной говорил, что у меня есть 2 клиники. Ну, то есть, поняли логика? Если у меня одни и те же ключевые слова, то есть одни и те же услуги, одна и та же цена, ну, все все одно и то же, то зачем мне, если все одно и то же, будет случайная клиника показана, или это, полная рандом, или это. А теперь представьте, что есть часть людей, которые зайдут на сайт вот этой клиники и подумают, ой, мне не подходит местоположение, и уйдут. А это бы им подходило. И есть вторая часть людей, которые зайдут на сайт этой клиники и подумают, ой, мне не подходит местоположение, а это бы ей подходило. Я бы в таком случае делал на одной страничке 2 клиники
и говорил, те же ключи, те же эти объявления, тоже гео, и говорил, у нас 2 клиники, вот 2 адреса. Вот. Но если так оставить, вы просто вводите элемент случайности. Каннибализация какая-то будет по-любому. Второй вопрос. Имеет ли смысл разделить клиники по разным рекламным аккаунтам? Или правильные настройки внутри одного? Отдельные локации, про локации я сказал. Э, То есть, если есть возможность внутри одного аккаунта держать, я бы держал внутри другого компании, другого аккаунта. Если вопрос стоит, хотим прям отдельно-отдельно, и если у этих клиник разные юрлица, важно, если это клиники одного юрлица, вас за 2 аккаунта рано или поздно накажут. Если разные юрлица, разные компании, вы создаете 2 рекламных аккаунта, и в одном одну клинику, в другом другую. Но в чем у вас будет проблема? Изначально проблемы не будет. Но если кто-то из ваших конкурентов решит на это пожаловаться, и сотрудник Гугла вручную зайдет и обнаружит, что в одном аккаунте вот этот сайт раньше рекламировался, то есть вы сейчас в одном аккаунте 2 сайта рекламируете, а вы потом берете, один ставите на паузу, переносите в другой аккаунт. Но он останется даже в удаленных, останется в этом аккаунте. Если сотрудник Гугла в дальнейшем увидит, он обнаружит, что вы с 2 аккаунтов рекламируете, типа, бизнес, принадлежащий одному собственнику. И это фактически будет, скорее всего, расценено как монополизация выдачи. И за это, скорее всего, прилетит, бан. То есть, когда это прилетит, может через неделю, может через месяц, может через год, а может через 10 лет. Но когда-то, скорее всего, прилетит. Поэтому, если решаете в другом аккаунте, то лучше новый сайт и отдельные юридические лица. Отдельные LLC компании, ну или какая у вас форма собственности у клиники, я не знаю. Так, Марина, добрый день, добрый. Прохожу я и маркетинг в полном восторге, спасибо огромное. Класс, спасибо вам огромное, Марина. У нас сейчас, друзья, живой курс, и я и маркетинг идет, и я прямо тащусь в восторге от результатов, которые получают э, ученики, что очень классная идея, что мы решили расширить не только Google Ads, но и более широко на маркетинг, потому что, как оказалось, я всегда выходил из предположения, что у большинства людей все окей в маркетинге в целом, проблемы только в рекламе, в Google Ads, и их можно подправить. Но оказалось, что у подавляющего большинства людей а, в целом в маркетинге, в целом в позиционировании, кто мы, для кого мы, какая наша целевая, какой наш основной посыл, дифференциация от конкурентов, продуктовая линейка, куча вопросов. И вот мы в курсе AI-маркетинг как раз по этим вопросам максимально детально проходимся. Кстати, раз уже зашел разговор про проблемы в аккаунтах, друзья, мы делаем сейчас аудиты, и у нас осталось 2 места на акционный аудит по $300. Если кому-то интересно, то так, если кто-то из нашей команды есть, кинет ссылку, если нет, то я сейчас кину. В чем идея? Мы периодически делаем акцию, даем 10 аудитов по $300. В ходе аудита специалисты наши просматривают вашу посадочную, вашу рекламу, находят проблемы, точки роста и записывают вам готовое видео, что, где, как поправить. И вот периодически мы делаем такие акции, 10 аудитов вместо 500 за $300. Сейчас идет одна из таких акций, и вот сюда кинул ссылочку. Если интересно, то записывайтесь. Так, отвлекся. Марина. Значит, спасибо огромное, в восторге. Вам спасибо, Марина. У меня стартап, сайта нет. Есть ли смысл сейчас начинать глубоко погружаться в Google Ads с нуля? Или это направление в ближайшее время вытеснит AI реклама? Не планируете ли вы новый курс на эту тему? Смотрите, тут 2 вопроса. Первый вопрос. Это AI реклама. Уже Grok объявил о появлении Grok Ads рекламы внутри AI Grok от Илона Маска. OpenAI выпустил анонс на днях, что внутри ChatGPT будет тоже реклама.
это будет, скорее всего, отдельный рекламный кабинет, и я однозначно эту рекламу в первую очередь для себя и для своих частных клиентов протестирую. Когда уже соберу какие-то твердые результаты, приду к вам делиться этими результатами. То есть это однозначно AI, реклама внутри AI-систем будет 100%. Ну, типа, это самый простой способ заработать деньги для компаний, которые создают AI. Второй вопрос, то есть, да, я планирую, когда сам разберусь, когда запущу себе, своим частным клиентам на свои проекты, пойму, как оно работает, как там достигать успеха, приду делиться с вами результатами. Теперь вопрос, вытеснит AI-реклама или Google Ads, вытеснит ли реклама в AI рекламу в Google Ads? Тут, знаете, как можно очень долго философски рассуждать и приводить примеры, почему вытеснит, почему не вытеснит. Но я человек с математическим, логическим мышлением. Я такой, знаете, привык думать здравой логикой. То есть моя здравая логика какая? Есть корпорация Alphabet, это владельцы Гугла. Сейчас смотрим, значит, market cap, capitalization, топ. Значит, на каком месте у нас Google и Cap Top Companies? На каком месте у нас Google по состоянию на сегодня? Вот. Google у нас с вами на третьем месте в мире. На первом месте Nvidia 3,3 триллиона, на втором Apple 3,1 триллиона, на третьем месте Alphabet Incorporation, это Google, 2,8 триллиона. То есть Google сейчас, это компания, находящаяся на третьем месте в мире по стоимости. Третья компания нашей планеты. Если мы откроем отчет компании Alphabet за прошлый год, финансовый отчет, он доступен для публичных компаний, вы можете его скачать и прочитать, там 400 страниц текста. Но нас интересует страничка о прибыли и об убытках, нет, о прибыли, профит. И вот, если мы ее откроем, то окажется, что 100% прибыли компании Alphabet приходит с Google Ads. То есть Google Ads – это единственное прибыльное направление компании Google. То есть, смотрите, Google зарабатывает деньги с Google диска, но это не прибыльное, это revenue идет, но профита нет. То есть доход, но прибыли нет. Google продает телефоны, доход есть, прибыли нет там. Нулевая там или минусовая прибыль. Google, YouTube подписка есть, но опять же, доход есть, прибыли нет. Единственная сфера бизнеса Google, которая приносит прибыль, это Google Ads. 100% прибыли приходит из Google Ads. И дальше я задаю себе вопрос. Очень простой для любого человека. Вопрос следующий. Найдет ли... Вопрос давайте так сформулируем. Насколько креативной будет третья компания нашей планеты в том, чтобы не потерять свою прибыль? Я думаю, ответ очевиден. Они будут очень креативны, они будут мега креативны, чтобы не потерять свою прибыль. И на 101% я уверен, что они сделают все от них зависящее, а с 3 триллионами долларов в кармане возможностей сделать все зависящее очень много. Я уверен, что они сделают все от них зависящее для того, чтобы не потерять Google Ads как основной источник денег, основной источник прибыли. Поэтому тут я как бы спокоен. Если у кого-то есть 3 триллиона долларов, и он очень заинтересован, чтобы Google Ads работал, то Google Ads будет работать. Вот. Ну, а вторая причина, что мы с вами немножко живем в таком AI-пузыре. Нам кажется, что все в мире используют AI для всего. Но реальные опросы показывают, что было 5, сейчас, по-моему, 10% глобальное использование AI. То есть из 8 миллиардов на планете только 800 миллионов ежедневно постоянно используют AI. 90% по-прежнему в Google. И этот процесс очень медленный, процесс адаптации. Поэтому как бы на ближайшие 5, может даже 8 лет тут у меня абсолютное спокойствие. Так, Олег, добрый вечер. Отчет Channel Performance в компании Performance Max Lead Gen показывает, что большая часть бюджета ушла на Google Display Network.
Это дало большую часть конверсий первого уровня заявок, но меньше всего конверсий второго уровня реальных заказов. Вопрос. Как можно перенаправить бюджет на более эффективные в плане конверсии второго уровня канала Google Search и Discovery, стоит ли? Отличный вопрос, Олег. Смотрите, какая тут логика. Google приводит вам то, что вы просите. То есть если у вас эта компания Performance Max стоит в качестве цели конверсии этой компании заявки первого уровня, конверсии первого уровня заявки, оно будет любой ценой приводить вам как можно больше заявок. Дальше хоть трава не расти, им все равно. И большинство из этих заявок будут вообще или от несуществующих людей, или сгенерированные какие-то данные, или люди вообще не оставляли никаких заявок. В вашем случае вывод. Вам необходимо в настройках компании изменить оптимизацию с конверсии первого уровня на конверсию второго уровня, чтобы оптимизация шла на реальные заказы. Но тут возникает куча опосредованных вопросов. Первый опосредованный вопрос – это что если у меня цикл сделки? А что если сегодня они заявку оставляют, а через полгода покупают? Ничего не получится. У вас компания не будет. Да даже если они через месяц покупают, она не будет оптимизироваться. В таком случае, то есть, смотрите, у вас какая получается проблема? У вас проблема: есть заявки есть конверсии низкого уровня, простые заявки, есть конверсии высокого уровня. В идеале оптимизировать рекламу по конверсиям высокого уровня. Но есть куча причин, когда это невозможно. Слишком долго, невозможно отслеживать и так далее. А если по этим продолжать оптимизировать, очень низкое качество получается. Вывод: вам нужно что-то посередине. Вам нужна какая-то конверсия посередине, которая будет отсеивать нецелевых вот в этой зоне, но которая будет не через полгода или не сложная в отслеживании, как вот эта конверсия. Этот вопрос я очень-очень долго сам задавался. Ну, то есть у меня такая же проблема, точно такая же проблема, в моем бизнесе, в онлайн-школе с вебинарами. На вебинары записываются люди, их Google приводит тысячами в день, а реально из них потом доходят, смотрят, попадают в воронку десятки. И вот я долго искал, как решить эту задачу. Вот сейчас в чат кину. Kale AI, стартап, который эту задачу решает через ввод промежуточной конверсии. Конверсия называется квалифицированный лид, который позволяет избавиться от вот этих вот низкого качества конверсий и добавить промежуточные, и оптимизировать под квалифицированный лид. Вот такой ответ. Дальше. Даніл. Добрий день, добрий. Ви надихаєте, мотивуєте та вдосконалюєте бізнес інших. Щиро дякую за вашу працю. І вам дуже дякую, Данило, за таку характеристику, дуже приємно. Питання: що робити в 26-му році з рекламою? В мене сервісний центр ремонту комп'ютерної техніки. Окей. Люди вписують послугу в пошук або на картах. Бачимо тенденцію, що замість вписувати в Google, тепер просто питають ChatGPT. Не вмикається пристрій, що робити. І він їм рекомендує першого конкурента, який по органічному SEO перший в Google. Як підкорити зараз ці AI, чи можна в них зараз рекламуватись? Що зараз робимо? Поки що наша єдина дочати SEO-видачу. З повагою буду вдячний Даниїл. Даниїл, дивіться, я завжди так роблю. Якщо б я був власником вашого бізнесу, що б я зробив? Крок перший. Я би запустив рекламу на Google картах, на Google мапах. У нас є курс, до речі, по цьому Google Maps iFormula. Реклама на Google мапах – це номер один. Ну, для вас це низько висячі фрукти. Трафік, який одразу сливки, вершки є, трафік, який одразу можна забрати. Що б я на другому місці зробив? На другому місці я би почав прокачувати AI. Тобто, дивіться, AI рекомендує дуже насправді комплексне питання, але основна ідея, що AI може бачити, які бізнеси більш глибокі. Тобто, грубо кажучи, якщо є два сервісних центри, і AI бачить, що один з них публікує якісь статті глибокі, не просто статті, як ввімкнути комп'ютер, а статті, наприклад,
Статистика найчастіших поломок комп'ютерів. Тобто якийсь з бізнесів демонструє авторитет в ніші, то можна цей авторитет, то можна підняти свою позицію в системах AI. Вот. Окей. Окей. І, ну і все. Да, в принципі, AI. З пошуковою рекламою, скоріш за все, тут нюанс у вас буде по комп'ютерній техніці, але я б рухався так. Наталья, добрый вечер. Подскажите, на что обратить внимание в компании? В какой? Компания работает на кликах. Собираем конверсии. Переключаю на стратегию максимум конверсий. Компания в первый день дает достаточно конверсий, во второй меньше, на третий умирает. Жду неделю, 1 конверсия в день. Перевожу опять на клики. Начинают идти конверсии. Потом перестают. Если соберу достаточно и перевожу опять 3 дня и умирает. Что можно делать в таком случае? Ниша услуги. Ну, во-первых, вы не сказали тип компании. Поиск, дисплей, demand gen, performance max, видео. Какая из? Шопинг. Не знаю. Будем предполагать какой-то из. Это поведение типично, когда или маленький бюджет, или очень узкий таргетинг. Это такое типичное поведение. Во-первых, смотрите, в курсах у меня всегда есть модуль troubleshooting, в котором есть урок «Нет конверсии, что делать?» или «Мало конверсии». Посмотрите этот урок. То есть по поведению компании или бюджет маленький, и бюджета не хватает просто на то, чтобы начала реклама увеличиваться, начала расходиться. Или второй вопрос. Или таргетинг слишком сузили, пережали. И пока... То есть логика какая? Алгоритм жадный. Вот представьте себе алгоритмы как такого жадного гномика, который очень жалеет показывать вашу рекламу кому-то, если он не уверен, что он не заработает на этом. Вот он сидит, когда вы этому гномику говорите: гномик, я тебе буду платить за клики. Он такой: платишь за клики, на тебе много показов, накидал. Из этих показов кто-то сконвертировался. Когда вы говорите: гномик, я буду платить только за конверсии, он вам сначала присылает конверсию, а потом такой смотрит: так, что-то слишком много труда мне нужно, чтобы для этого пользователя на его бюджет, на его настройки, под его таргетинг присылать ему много конверсий. Слишком много труда, слишком много искать, и вообще я не уверен, что я смогу ему принести эти конверсии. Мне жалко и показывать его рекламу. Вдруг я не заработаю на этом. И он начинает уменьшать показы. А учитывая, что у нашего гномика, алгоритма Гугла, помимо вас, есть еще 4 миллиона рекламодателей, и у кого-то из них наверняка и бюджет выше, и ставки выше, и все выше, то наш гномик решает кого-то другого вместо нас показывать. Вот такая логика. То есть 3 узких места смотреть: бюджет, ставки, стратегия и таргетинг. Так, вопросы из форума закончились. Друзья, сейчас перехожу к вопросам сюда. Пока я не перешел к вопросам сюда, у меня для вас большая просьба. Мы с вами на эфире, многие пишут, что бизнесы вышли на новый уровень, что-то классно получилось, ура, там как-то вот у меня появились какие-то супер результаты и так далее. Если вы готовы этим поделиться с нами, потому что, нам, во-первых, мне лично такие истории от вас дают вдохновение создавать новые курсы. Во-вторых, это отличный материал для взаимного пиара. Если вы посмотрите на мой YouTube-канал, то примерно раз в месяц выходит видео с одним из учеников курсов. Можете посмотреть, там Джозефом были, с Натальей были,
с Евгением, одним, вторым, множество было таких видео. И мы такой, получается, взаимный пиар. То есть в таких видео люди рассказывают, делятся про свой бизнес, и как бы и мне хорошо, вот смотрите, как ученик классный, умный ученик достиг, и вам хорошо. Поэтому мы решили сделать такую базовую вороночку. Я вот сейчас кину в чат вот сюда ссылку на Google форму. Если вы в ходе прохождения любого из курсов получили какой-то классный, интересный результат. То есть вы что-то вот, или там у вас прибыль повысилась, или качество рекламы повысилось, меньше оптимизировали, или вообще там с нуля открыли, вообще начали продавать. Что-то вот вы хотели бы поделиться, заполните эту простую анкетку. Будет приятный бонус. Где она? Вот тут она. Будет приятный бонус за всех, кто ее закончит, заполнит. И будем с вами на связи. Поэтому, если у вас есть какие-то крутые, любые результаты, не обязательно крутые, я знаю, что многие думают, у меня не так. У меня ученик есть, он когда-то говорит, типа, я, говорит, бизнес с нуля в Европе открыл и вышел на оборот 100 тысяч евро в месяц. Говорю, офигеть, говорю, ну, это мега круто. Он, да не, ну, типа, говорит, что тут крутого? Что такое 100 тысяч евро оборота в Европе? Говорю, так ты с нуля за год до этого достиг. Он, ну да, ну, типа, ну и что тут такого? Поэтому, если у вас результаты даже там микро, помните, что на нашей планете 8 миллиардов людей. Для кого-то результаты, которые для вас кажутся микро, для кого-то это верх мечты, верх желаний. И, возможно, ваш результат, который вам кажется микро и неважным, вдохновит какого-то другого предпринимателя начать свой бизнес. А мир так и работает. Кто-то видит, офигеть, он там смог компанию с нуля построить или какие-то первые продажи начать, а я тоже хочу попробовать. Поэтому самое приятное чувство для любого человека — это когда твой пример помог, вдохновил кого-то и помог кому-то другому просто за счет того, что он узнал о тебе и о твоем опыте, помог ему стать лучше в мире. Ну, мир так и работает. Мы друг на друга смотрим и становимся лучше. Вот, поэтому, если есть у вас какая-то возможность поделиться, как другим стать лучше, то очень попрошу заполнить эту форму. Так, окей. Так, вопросы в чате. Вопросы, сейчас, секунду. Чат. Вы пока, кстати, друзья, пока я туплю, ищу, где чат подевался, вы пишите в чат вопросы все, которые у вас могут возникать, чтобы я... То есть, если у вас сейчас в голове какой-то вопрос, прямо сейчас пишите его. Прямо сейчас пишите его. Так, секунду. Так, секунду. Мгм. Так, нашел. Игорь, здравствуйте. Расскажите, как у вас рождается столько интересных идей? Не знаю. Просто, смотрю по сторонам широко раскрытыми глазами. Замечаю то, что не замечают другие. Игорь, посоветуйте, пожалуйста, как лучше всего продвигать пропартитуры? Покупка инвестиций в премиальную недвижимость. Русскоязычной аудитории в стране всего 60 тысяч. Покупка инвестиций в премиальную недвижимость. Очень интересная аудитория на самом деле. Тут нужно правильно попасть. Смотрите, а, тут вам нужно найти вашу, вашу уникальность. То есть, если мы говорим покупка инвестиция в премиальную недвижимость,
Есть много игроков на рынке, есть много альтернативных способов инвестиций. И когда ты думаешь об этом просто как типа, куда вложить деньги, то ты сравниваешь по размеру фондов, по их там, количеству лет на рынке, гарантиям каким-то государственным поддержкам, известным людям на борту таких фондов. Но во многих фондах есть своя уникальность. Например, некоторые фонды на Бали принимают криптой платежи. То есть, например, чтобы инвестировать через стандартные фонды, тебе нужно пройти due diligence, due diligence, KYC, положить деньги на банковский счет, объяснить, где ты взял эти деньги, сначала банку, потом налоговой, потом их проинвестировать. Если, возможно, у вас есть какой-то в этом лайфхак, потому что, ну, как бы в нашем современном мире, например, возможность проинвестировать деньги в обход одной из этих процедур, это уже само по себе преимущество. И дальше, или преимущество может быть, например, в уникальном, уникальных инсайтах. То есть, к примеру, вот все говорят про инвестиции в Дубаях, но мало кто говорит, что можно, точнее, есть фонды, которые говорят, что если подойти к этому процессу аналитически, не просто выбирать квартиру по виду, а наложить на карту Дубай карту развития, где будут новые элементы инфраструктуры, карту шума, карту загрязнения, карту теплового воздействия, карту потенциальных проблем с drainage, с сливами, то получается, что не так уж и много зон в городе, где инвестиция долгосрочно, квартира или недвижимость долгосрочно будет дорожать. И вот некоторые компании говорят, что инвестируя с нами, мы провели за вас этот ресерч. То есть первое, что вам нужно определиться, это в чем у вас есть суперсила. А дальше думать, где сосредоточены люди, которые оценят вашу суперсилу. То есть если ваша суперсила принять деньги способом, который не требует множества вопросов, то ваши люди будут сосредоточены в каких-то крипто-комьюнити, крипто этих, и я бы искал возможность с ними обсуждать. Если, например, уровень инсайтов глубокий, то это оценят предприниматели, люди с таким предпринимательским мышлением, тогда бизнес-клубы какие-то. То есть тут я бы вот так шел. В чем уникальность, где тусуются люди, которые эту уникальность оценят, и уже третьим вопросом, как до них достучаться. Так, э, Игорь, они уже не работают в новых аккаунтах "Умный аркад Google". Чё не работают? Работают. Их создавать просто надо по-особому, не из аккаунта, а через ссылку. Так, электроника авто. Добрый вечер, Игорь. Подскажите, есть ли у вас после прохождения курса практика под руководством куратора? Интересно попрактиковаться в разных нишах. А, не совсем понял, практика под руководством куратора. А, типа у вас есть, вы нашли клиента, например, и вы хотите, чтобы мы вам помогли этого клиента вести. Ну, тут, это возможно, но тут вопрос такой этический. Ну, типа, можно, например, вы говорите: "Вот у меня есть клиент, я хочу верифицировать, у меня такие-то гипотезы верифицировать". Вы, например, договариваетесь о консультации с нашим куратором, куратор вам говорит, что да, вот, например, вот тут стоит так сделать, тут так сделать. Но тут клиент должен об этом знать. Клиент, ну, я считаю. Ну, если клиент об этом не знает, то все идеи, ну, не зн на ваше усмотрение. То есть если у вас есть клиенты, вы хотите, чтобы куратор помог, проконсультировал по его ведению, ну, можете обратиться за консультацией, за платной консультацией к куратору. Он вам даст какие-то идеи по этому клиенту.
Ну, наверное, тут ничего этически плохого и нету. Ну, типа, специалист посоветовался, как вести рекламную кампанию у другого специалиста. Нормально. Ну, нормально, абсолютно, да. Поэтому все ок. Так, главный риск искусства и стартапов, о котором мало кто задумывается, Fortune 500, Fortune 100. Могли бы, пожалуйста, прокомментировать этот кейс? Недавно VentureBeat поделился кейсом одного из банков из списка Fortune. Автоматизировали часть процессов при помощи ИИ. И все было хорошо, пока спустя полгода не выяснили, что 18% критичных заявок по кредитам были неправильно маршрутизированы. Я думаю, если бы у меня было высшее образование и пару лет опыта в финансах, ой, не крипто, а в финансах и безопасности, cyber security, я бы, наверное, проконсультировал. Но, к сожалению или к счастью, я не банкир, и я понятия не имею, как маршрутизируются заявки по кредитам. Я понятия не имею, а, как работает автоматизация в банке. Ну, вообще 0 идей. Наверное наверное, что-то не ш ф ну, главное, послушайте мой последний, подкаст в "Телеграме". Самая большая ошибка, в которую все, включая меня, попали, что мы называем искусственный интеллект искусственным интеллектом только потому, что в 1968 году группа ученых, имела очень большие амбиции. И когда они создали прототип этой технологии 50 лет назад, они сказали: "Это будет искусственный интеллект". На самом деле это Pattern Recognition System — система распознавания закономерностей. И то, что у нас сейчас, ChatGPT, Gemini — это не искусственный интеллект, это система распознавания закономерностей. Если мы начнем думать об этих системах как о системах распознавания закономерностей, то очень многое становится на круги своя. Потому что когда мы думаем о чем-то как об искусственном интеллекте, мы ему начинаем давать задачи, думая, что это интеллект. А если это интеллект, он способен к саморефлексии, посмотреть вглубь себя, к ответственности, к рационализму, к оценке. То есть в чем есть уникальная особенность человека, о которой мы не задумываемся, биологическая? Это метаболизм, это возможность подсознательно перенаправлять, грубо говоря, энергию, перенаправлять процессы внутри тела на наиболее нужные отрасли. Мозг, ноги там, и так далее, или части мозга, нужные в данный момент. У искусственного интеллекта, как мы называем, у него этого нет. Он просто, как бы, он может, ну, он не понимает, куда именно, куда нужно направляться. И учитывая, что у него нет вот этих признаков, это не интеллект, это система распознавания паттернов, закономерностей. А как же работает обычно в крупных компаниях? Вот, я вам пример расскажу, очень яркий. Я приехал с, Кембриджа позавчера с курса по AI в рамках моей бизнес-программы. И у меня одногруппник — владелец очень крупной компании. Не могу называть, но очень крупной компании. То есть этот человек, владелец, это человек, который ставит задачи генеральному директору и, совету директоров этой компании. Этот человек вообще не понимает, что такое AI в принципе. Он для этого и приехал на этот курс. И в ходе общения он говорит: "Слушай, говорит, а я ж весь этот год ставил моим генеральному директору, директору по развитию, коммерческому директору задачи прикрутить искусственный интеллект в места, где он не должен быть. А они, поскольку они меня уважают и знают, что я как бы очень визионер большой, они мне не перечили, а молча шли и внедряли. И что получается? Что человек, который понимает в искусственном интеллекте ноль, говорит генеральному директору: внедри, и я его там. Генеральный директор с ним соглашается, шеф сказал, надо делать. Идет к техническому директору, говорит: внедри, и я и там. Тот идет к программисту,
Программист понимает, что это херня. Программист им говорит, типа шеф техническому директору, не будет работать, это херня полная. А технический директор говорит, слушай, нам владелец сказал, нам CEO сказал, тебе что важнее, работу потерять или внедрить там, где будет плохо работать? Он говорит, все, понял, сделаю, и делает. Вот в чем проблема, что визионерские решения принимают люди, которые судят о технологии по ее названию. Почему он такое решение принял? Потому что он думал, что это реальный искусственный интеллект. Ну, раз его люди называют искусственным интеллектом, значит, это искусственный интеллект. И после того, как он понял, что это на самом деле система распознавания закономерности, он говорит, ну, я бы никогда такую задачу не поставил, если бы я понял, что на самом деле собой является технология. Вот вам пример, когда изначально неправильное, слишком амбициозное название приводит к таким результатам. И на самом деле тут как бы, ну, уже прижилось название, уже использую. Но выбора два: или развиваться, или вот почему я, говорил недавно, что философию технологии понимать важнее, чем саму тактику. Вот почему у меня, когда на мои курсы по Google рекламе приходят люди, они сразу делятся на 2 лагеря. Первый лагерь людей моментально говорят: "Курс хрень полная". Чувак первые 7 уроков рассказывает историю Google рекламы, как мыслит алгоритм и сколько зарабатывает в год, из чего компания Google. Полный бред, полный отстой. Мы пойдем лучше на курсы, где чувак с первого урока будет шепотом нам рассказывать, что вот тут есть секретная галочка, которую никто не знает. А на самом деле они все знают, но он вам расскажет, что он знает чего-то больше, чего не знают все остальные. Вот это первая категория. Вторая категория – это люди, которые, ну, которые вот тут сейчас у нас на прямом эфире. Это люди, которые задают себе вопрос, а что лежит за системой Google Ads? Почему она работает? Почему та галочка в том месте, о ней мало кто знает? Каков замысел системы ее спрятать? И вот когда ты отвечаешь на вот эти вопросы, для тебя становится прозрачным полностью все. Когда ты поймешь, что стоит за решениями. И вот точно так же, когда ты приходишь в банк, дайте кредит, не дали, например, ну вот образный пример, не дали кредит. Ты идешь, ищешь курс, как сделать, чтобы дали кредит. Находишь какой-то а-ля курс, где тебе рассказывают секретные тактики, там пойди вот прокачай кредитный рейтинг через вот этот софт, вот это тебе дают тактики. Ты этими тактиками пользуешься, опять приходишь в банк, опять тебе ничего не дают. А можно пойти, заплатить заплатить консультанту в банковской сфере, чтобы он тебе объяснил, как работает модель риск-скоринга в банке. И он тебе скажет, что в модели риск-скоринга всего две переменные. Вероятность невозврата и максимально возможный yield, это, короче, процентная ставка для вас. То есть банк же он не может вас 200%. То есть банк знает, что согласно регуляторике у него есть ставка, которая он по максимуму может с вас разложить. То есть, например, там 5% в Британии. Больше банки не могут, им по шапке Нацбанк даст. Нельзя так делать. Потому что в некоторых странах нету вот этой планки. И некоторые, кстати, страны дают кредиты под 300, под 800% годовых и работает. То есть вот это вот есть. А второе – это какая вероятность того, что вы деньги не вернете. И дальше банк меряет. Если вероятность того, что не вернете, не перекрывается процентной ставкой, а процентную ставку поднимать нельзя, он говорит, отказано. Если вероятность того, что не вернете, высокая, но банк может поднять процентную ставку, он вам говорит, окей, но не под 5, а под 7% годовых. Если все совпадает, он вам говорит, окей, кредит одобрен под текущий процент. И когда ты понимаешь, как оно работает, ты начинаешь думать, как я могу как я могу влиять на эти переменные. Я могу пойти, если для меня принципиально получение этого кредита, например, под бизнес, я могу найти банк, где выше процент. Банк, где выше процент, значит, у них выше толерантность по риску. Я могу найти не банк, а кредитующие организации без банковской лицензии, но с кредитованием, у которых процент еще выше, потому что им регулятор разрешает, и, соответственно, толерантность к риску выше. То есть я могу играть и этим показателем как клиент, и вторым показателем я могу думать, как в глазах банка уменьшить мой риск. Например, открыть в этом банке депозит и начать в него каждый месяц складывать какие-то... То есть вы уже начинаете думать в конструктивном русле. Вот точно так же на курсах.
А когда я объясняю, как работает как работает Google как система, половина такая сразу: "Ага, класс, теперь для меня оно все прозрачно". А половина говорят: "Хрень полная, почему, мы сразу же не начали разбирать, что будет, если нажать на этот пункт меню, или что будет, если поставить эту галочку". И потом у вот той половины, которая ждет, какую галочку нажать, после изменений в интерфейсе "Гугла", которые происходят раз в 2 недели, у них все поломалось. Не работает, что делать? Но если ты знаешь, как система работает, окей, ну, поменяли, все, сейчас сделаем по-другому. Вот примерно такая логика. Так, у меня нет вопросов, я только в начале пути, считаю большой удачей иметь возможность пройти этот путь с вами. Большое спасибо за ваши курсы, сейчас прохожу маркетинг. Класс. Спасибо вам большое за обратную связь. Слушаю с открытым ртом, спасибо огромное, пожалуйста. Некоторые специалисты рекомендуют смотреть на ИИ именно как на сервис, Trace ID и SLO. Тогда он не будет источником неприятностей. Да, то есть не накладывать завышенных ожиданий. Мы же все люди, искусственный интеллект, блин, он думать за нас может, он все за... Нифига, это pattern recognition system, все. У него нет саморефлексии, у него нет метаболизма, возможности перераспределять мыслительную энергию на нужные процессы, и у него нет возможности этого, короче, раскапывать, точнее, раскапывать возможность есть, но нет возможности оценивать результат этих раскопок. То есть надо так глубоко копать, не надо. И так получается, что в задачах, как IQ-тест, какие-то там экзамены, он лучше нас. Потому что мы люди, у нас развита другая абстракция, у него развита память, просматривание похожих. То есть он выиграет у нас там, где нужно просто распознать какой-то паттерн. Но проиграет, когда нужно что-то, какое-то решение принять такое сложно взвешенное. Потому что он не сможет определить, как взвесить факторы. А мы это определяем на уровне, то есть нас биологический метаболизм заставляет наш мозг, который, ну, метаболизм же работает на всех превращении энергии. Бей, беги, переваривай, отдыхай, думай, сосредоточься на этом, сюда пошла энергия. Уникальная на самом деле штука. Так, друзья, вспомнил пока говорил про сервисы, вспомнил, у меня к вам еще одна просьба. Значит, я пока об этом молчу, есть определенные причины, но есть такой рейтинг называется «Топ-100 самых влиятельных экспертов по рекламе нашей планеты». И вот в этом рейтинге нет ни одного украинца, не было ни одного украинца. Но в этом году меня включили в голосование за топ-100 самых влиятельных экспертов по рекламе на нашей планете. И я вам ссылочку вот сюда в чатик кину. Буду очень благодарен. Там сразу такая рекомендация, если эту ссылочку открыть с телефона, то очень-очень-очень долго отвечать на вопросы. Они по одному вылазят. Если открыть эту же ссылочку с компьютера, за минуту все можно ответить. По этой ссылочке есть опросник. Вы выбираете страну, из которой вы заполняете вопрос, отвечаете там, кто вы, агентство, специалист, фрилансер или компания, отвечаете на вопросы, как вы используете рекламу, и последний будет вопрос, проголосуйте за эксперта. Надо, по-моему, за двух проголосовать, за одного не дает. И вот там среди экспертов есть я, Игорь Ровицкий на английском написано, и за любого другого, которого посчитаете нужным. Вот. И в марте они опубликуют новый перечень топ-100 самых известных, влиятельных, сильных экспертов по Google, не по Google, сори, в целом по любой рекламе на нашей планете. И есть очень высокий шанс, что украинский флаг, они рядом с этим, именем всегда флаг стоит. Есть шанс, что появится украинский флаг в топ-100 рекламных экспертов. Вот. Напротив меня, я имею в виду. Поэтому буду очень благодарен вам за голосование. А если еще и сможете друзей, родственников привлечь, то вообще, ну, с разных девайсов, то вообще будет супер. Так, друзья, какие еще у вас есть вопросы? Потому что, так, давайте я еще раз форму проверю. Вы пока, если еще есть какие-то вопросы, вот сюда в чат. Если нету, ну то что, заканчивать будем?
Сейчас еще я форму проверяю. Вроде все. Евгений ответил, Алексей ответил. Вроде бы все. Да, и скоро будет вебинар, Google реклама в 26 году. Поделюсь, я как бы на него соберу на следующей неделе. 17, по-моему, 17, дату точно не помню, будет анонс. На него я соберу как бы все свое видение 26 года, что будет действовать, что не будет действовать в 26 году. И, ну, так, по-моему, уже 3 года такие вебинары проводим. Обычно все сбывается. Обычно всё, вот как в прошлом году я сказал на вебинаре, что AI не захватит коммерческий поиск. Так и произошло. ChatGPT сделал попытку захватить коммерческий поиск. Они пару недель назад выкатили в США возможность покупать прямо из ChatGPT и убрали потом эту возможность. То есть как и год прошел, а AI не забрал коммерцию из поиска. Я в следующем году ожидаю, ну, чуть-чуть, но не будет таких сильных поворотов. Окей. Друзья, если больше вопросов нет, то будем с вами заканчивать. Будем с вами заканчивать. Все. Вам спасибо огромное за внимание, за интересные вопросы, за интересный разговор. И увидимся с вами на следующем вебинаре, на следующем эфире уже совсем скоро. Всем пока.